Привет, ребята! Был у меня кусок букового щита, и решил я сделать из него тиски Моксона. Прикупил у китайцев набор фурнитуры. Обошлось это удовольствие весьма недешево, хотя западные аналоги в разы дороже. Комплект фурнитуры для тисков был в консервационной смазке, которую необходимо смыть, иначе будут сильно пачкаться руки и заготовки. Шпильки диаметром 16 мм имеют трапециевидную резьбу. Маховики сделаны из настоящего чугуния, толстые и тяжелые. Прямые углы у букового щита толщиной 40 мм отсутствовали, поэтому пришлось обрабатывать его и доводить геометрию до нормы. Тиски будут изготавливаться в классическом исполнении без дополнительных подвывертов. Делаю разметку и отпиливаю заготовки в размер с припуском на чистовую обработку. Распил осуществлялся универсальным диском CMT на 50 зубьев. Обзор всех моих пильных дисков вы можете найти на моем канале. Частота пиления качественным диском позволяет не осуществлять дополнительную обработку после пиления. Торцевание заготовок произвожу на моей самодельной торцовочной каретке, об изготовлении которой на моем канале имеется отдельное видео. Точность торцевания на данной каретке очень высокая. Для совместимости отверстий на губках тисков склеиваю две заготовки между собой на двусторонний скотч. Размечаю плечики для задних губок и намечаю отверстия для винтов. К сожалению, я не смог воспользоваться циркулярным станком для запиливания плечиков, так как склеенные вместе заготовки слишком громоздки и тяжелы. Настраивать ленточную пилу для нескольких пропилов я посчитал нецелесообразной тратой времени, поэтому воспользовался ручной японской пилой. Для того, чтобы сделать ровные и соосные отверстия для винтов, я вытащил из сарая старую сверлильную стойку, которую я покупал на барахолке для сверления отверстий под колки на моем столярном верстаке. Думал уже выбрасывать за ненадобностью, но вот опять пригодилось.
Китайская стамеска не справилась с этой работой. Пришлось поменять ее на более качественный американский аналог. Плечики на задней губке тисков можно было и не доводить, так как они предназначены для фиксации тисков к верстаку с помощью струбцин или других прижимных устройств. Однако я всегда стараюсь не упускать возможность попрактиковаться в работе ручным столярным инструментом. Это очень полезный навык для того, кто считает себя столяром. Сверление отверстий под винты и гайку я решил доверить сверлам Форстнера на 16 и 20 мм соответственно. Двадцатка с работой справилась отлично, а вот сверло на 16 оказалось тупым и сильно нагревалось. Сверла я покупал у одного продавца от одного производителя. Работал ими всего пару раз, и затупить их никак не успел бы. Это еще раз свидетельствует, что Китай – это всегда лотерея. Попытка на скорую руку заточить тупое сверло вручную посредством алмазного надфиля помогла, но не очень сильно. В передней губке тисков отверстие я сделал удлиненное, для того, чтобы была возможность зажимать трапециевидные заготовки. Эта опция очень пригодится для изготовления различных ножек для мебели и тому подобного. Снял фаски со всех острых углов изделия специализированным фасочным рубанком. Большое спасибо моему другу и коллеге Николаю Кравцову за столь прекрасный подарок.
А в тех местах, где рубанок не справляется, выручит стамеска. Для запиливания гнезд для скрытого шипового соединения спиливаю угол передней губки тисков под угол 60 градусов в 2 прохода. Ребята, никогда не распыляйте силиконовую смазку над полом вашей мастерской. Пол превращается в настоящий каток. Это очень опасно. Дополнительный задний упор позволит тискам Моксона быть более устойчивыми при установке на верстак и дадут дополнительную площадь для использования прижимных устройств. Тиски Моксона почти готовы, осталось покрыть их маслом. Внутреннюю сторону губок тисков я маслом покрывать не буду, чтобы заготовки в них не проскальзывали. Возможно, позднее наклею какое-нибудь антискользящее покрытие. Пришло время испытать мои тиски Моксона в работе. Зажим заготовок осуществляется быстро и легко. Я специально не стал ускорять кадры, где я работаю с маховиками, чтобы вы могли оценить скорость зажима. Фиксация заготовок жесткая и надежная. Пилить очень удобно. Теперь мне не придется наклоняться и напрягать мою спину при запиливании шипов. Работа рубанком тоже стала значительно комфортнее, нежели прежде. Тиски способны зажимать мебельные щиты шириной до 500 мм. Работа над моими тисками Моксона заняла в совокупности один неполный рабочий день. В моем арсенале появился прекрасный рабочий инструмент. Спасибо вам за просмотр, всего доброго и до новых встреч!